В зале суда Чикаго воцарилась тяжелая, почти осязаемая тишина. Люди сидели неподвижно. Кто-то записывал происходящее на телефон, кто-то просто не мог поверить в увиденное. Судья просматривал бумаги, когда дверь скрипнула, и внутрь вошла худощавая девушка примерно 13 лет в спортивной куртке, с высоким хвостом и потрепанным рюкзаком за спиной. Это была Ханна Брукс, и ее рюкзак казался тяжелее самой девочки. Она подошла к столу и достала из рюкзака тонкий ноутбук, покрытый наклейками, и аккуратно перевязанную папку с документами. Никто не ожидал, что подросток осмелится вмешаться в столь серьезное дело. Мать Ханны, Лора Брукс, работала не в школе, а в городской поликлинике медицинской сестрой. Ее обвиняли в присвоении средств из программы бесплатных вакцинаций. Обвинения казались неопровержимыми, однако Ханна, неделю за неделей изучая отчеты, поняла, что настоящие махинации происходят выше среди руководства клиники. Открывая ноутбук, Ханна продемонстрировала суду диаграммы, таблицы и подозрительные финансовые движения. На экране появились копии подписей и документы, показывающие, что имя ее матери использовали без ее ведома. Лора однажды расписалась на бумаге во время смены, не подозревая, что этим прикрывает чужие кражи. В зале воцарилась гробовая тишина. Девочка уверенно листала файлы, словно опытный аналитик. В одной из таблиц были указаны расходы на медицинское оборудование на сотни тысяч долларов. Ханна проверила каждый пункт и выяснила, что заказанные приборы так и не поступили в клинику. В качестве свидетеля выступил Майкл Картер, бывший администратор, который отказался подписывать сомнительные документы и в итоге потерял работу. Его слова тогда не были услышаны, но теперь девочка принесла убедительные доказательства. Судья внимательно изучил материалы и, наконец, объявил, что обвинения против Лоры Брукс приостанавливаются, а дело передается в антикоррупционный отдел. Лора едва держалась на ногах, услышав это. Ханна крепко сжала ее руку не просто как ребенок, а как человек, готовый бороться за справедливость. На следующий день весь Чикаго говорил о юной разоблачительнице. Репортажи, статьи, интервью – все восхищались ее смелостью и находчивостью. А вечером Ханна сидела у окна, листая учебник по праву. Она знала, это только начало. Спасая мать, она обрела силу помочь многим другим. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.